Украинская линия обороны на Донбассе трещит по швам, и ходят слухи о том, что войска Украины сбегут с города Покровск уже в сентябре. Но что если я скажу тебе то, что не все так однозначно, и в городе Покровск сложится совершенно другая ситуация, о которой максимально объективно я расскажу тебе прямо сейчас. Подписывайся на мой канал, а я начинаю. Итак, Украина в последнее время испытывает огромные трудности на Донбасском направлении. После начала Курской операции у украинской группировки войск на Донбассе возникла нехватка людских подкреплений, вследствие чего армия России начала продавливать укрепления украинцев, которые строились 10 лет. На данный момент среднее продвижение России на Донбассе составляет по 2-3 километра в день. А самое главное то, что буквально на наших глазах поражение терпят самые боеспособные войска Украины. Российская армия уже приближается к городу Покровск, в котором была объявлена эвакуация мирных жителей украинской властью. Силовые структуры, административный аппарат, а также множество предприятий сферы услуг убежало с города фактически в первые же дни после объявления эвакуации. Но ситуация в городе в целом спокойная. И по словам местных жителей, в городе Покровск до сих пор остается много мирных жителей, которые не хотят эвакуироваться с домов, в которых проживают, несмотря на боевые действия. Это объясняется тем, что у людей нет денег, и они не надеются получить помощь от украинских властей. Особенно много среди таких людей именно мужчин, которые переживают, что их могут мобилизировать в армию и отправить обратно в зону боевых действий. Западные СМИ успели написать о том, что Украина потеряет контроль над городом Покровск уже в сентябре 2024 года, а различные аналитики начинают моделировать новую ситуацию на Донбассе. Многие считают, что после падения города-крепости Авдеевка Украина не сможет остановить русских, которые начали подходить к стратегическому узлу украинских войск на Донбассе. Потому жителям таких городов на Донбассе, как Селидово, Покровск и Мирноград, рекомендуется выехать из своих городов, так как ситуация на фронте начинает меняться, и в этих городах могут начаться боевые действия наподобие боев за Бахмут или Авдеевку. Вице-премьер Украины Ирина Верещук недавно намекнула о возможности начала подобных проблем. Вот ее прямая цитата к жителям городов Селидово, Покровск и Мирноград. «Прошу вас эвакуироваться. Если вы не участвуете в обороне населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные районы». Конец цитаты. На данный момент российские войска вплотную подошли к трассе, которая ведет в Покровск со стороны населенного пункта Карловка, к югу от которого находится город Селидово, тем самым расширяя линию фронта. А после взятия города Нью-Йорк на Донбассе, угроза захвата для города Покровск стала вполне реальной. Однако город Покровск очень важен для украинского государства. И несмотря на трудное положение на Донбассе, Украина вряд ли так быстро отдаст Покровск армии России, как думают многие. В первую очередь потому, что в этом городе находятся важные предприятия по обработке угля, без которых будет очень сложно восстанавливать энергетическую инфраструктуру Украины. Россия и так провела множество ракетных атак, которые уничтожили централизованную энергетическую систему Украины. Во многих регионах Украины уже отключают электричество на несколько часов, и по слухам, зимой 2025 года в Украине будут отключать электричество на 8 или же на 12 часов в день, несмотря на морозы. Потеря города Покровск усугубит эти проблемы, превратив жизнь многих украинцев в ад. И это еще не все, потому что город Покровск находится фактически на западной окраине Донецкой области, а расстояние от этого города до реки Днепр составляет приблизительно 120 километров. Если учитывать то, что укрепления за городом Покровск не настолько эффективны и находятся в степной местности, то потеря этого города заметно ускорит продвижение российских войск. И украинское государство прекрасно понимает это. В Генштабе Украины уже проходило несколько совещаний касательно ситуации в городе Покровск, и было принято решение держать город до конца, независимо от того, насколько тяжелым будет положение солдат. Были даже присланы некоторые подкрепления под город Покровск. Все эти проблемы во многом стали последствием Курской операции войск Украины, вследствие переброски резервов и техники украинцев с Донбасса на новое направление фронта, что и позволило приблизить русских к городу Покровск. Также я считаю, что события, происходящие вблизи города Покровск, были определены еще задолго до начала операции украинских войск в Курской области, потому что, несмотря на множество военных укреплений, которые строились 10 лет, Россия добивается успеха, хоть и тратит колоссальные силы для продвижения на Донбассе. И именно Донбасс стал одной из главных российских целей войны в Украине. Одним из главных условий, которые выставлял президент России Владимир Путин на стамбульских мирных переговорах с Украиной в 2022 году, было признание украинской стороной независимости Донбасса во всех его юридических границах. Донбасс еще до начала войны в Украине не был полностью под
подконтрольным Украине, и огромная часть его населения воевала с украинской властью на протяжении 8 лет. Украина не хотела терять этот регион, так как на территории Донбасса была расположена основная промышленность Украины, а также основные активы украинских олигархов. И потому, ввиду того, что Владимир Путин обещал занять всю территорию Донбасса, именно бои за этот регион и являются одними из приоритетных для Российской Федерации. И ради выполнения политической задачи по установлению контроля над Донбассом, российское государство готово нести столько потерь, сколько потребуется. В частности, и в будущей битве за город Покровск, который Украина не собирается просто так оставлять. Если уже проходили кровавые бои за города Мариуполь и Бахмут, штурм городов Попасна и Солидар, а также форсированное взятие города Авдеевка, то почему подобное не должно повториться в городе Покровск? Понимаешь меня? Отсюда и заключается вывод, что Россия тратит на донбасском направлении очень много ресурсов, и украинское командование не может противостоять русским под городом Покровск на равных силах. Возможно, в данной ситуации украинцы начнут постепенно отступать с города Покровск, а не сразу, как считают многие. Украинский генштаб может использовать войска и на других направлениях. На данный момент Россия сконцентрировала под городом Покровск ударные силы на южном фланге с целью взять города Курахово и Угледар. Украинские войска вынуждены оставить населенный пункт Украинск и отходить на другие позиции, что заставит украинцев срочно покинуть довольно большой участок территории, чтобы избежать окружения. Данная угроза возникла для украинцев еще давно, однако только недавно начались разговоры об отступлении с данного участка фронта. В целом ситуация в городе Покровск напряженная, и с каждым днем возникает все больше риска, что российские войска начнут штурм города. Несмотря ни на что, Украина продолжает находиться в городе до конца. Как считаешь, станет ли Покровск полем битвы, как и город Бахмут, или все же будет иначе? Напиши свое мнение в комментариях. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!